канун праздника Навруз президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, вызвавший бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Официально объявлено о помиловании почти 900 заключенных. Это решение преподнесено как проявление гуманности и национального единения. Однако за торжественными формулировками кроется целый пласт вопросов, на которые власть предпочитает не отвечать. Кто именно оказался в списках на освобождение? Почему информация о помилованных подается обтекаемо, без имен, статей и подробностей? На практике указ стал лакмусовой бумагой, отражением того, как работает система, в которой правосудие подменяется решениями сверху, а общественное доверие размывается неполной информацией. Официальные источники сообщают, что в указе фигурируют осужденные за преступления разных категорий, от малозначительных до тяжких. Однако не уточняется, какие именно статьи попадали под амнистию и кого конкретно она коснулась. Правозащитники тут же обратили внимание на странную тишину вокруг имен заключенных. Их нет в открытом доступе, и даже адвокаты некоторых осужденных не знали, будут ли их подопечные включены в амнистию. Такой подход позволяет предположить, что решение о помиловании принималось не по четким юридическим критериям, а по личным и кулуарным договоренностям. Слухи, слухи и еще раз слухи, именно так формируется информационная картина вокруг указа. Одни говорят, что освободили нужных, другие уверены, что это был способ разгрузить тюрьмы. Но факт остается фактом, отсутствие прозрачности делает это решение не гуманным, а подозрительным. Особенно в стране, где судебная система фактически подчинена исполнительной власти. Что особенно примечательно, в публичной риторике власти активно используют образ милосердного лидера, дарующего свободу заблудшим гражданам. Однако реальный механизм помилования абсолютно непрозрачен и односторонен. Вопрос, может ли называться справедливым указ, который принимается без общественного участия, без парламентской оценки и без контроля со стороны гражданского общества. Аналитики утверждают, такие массовые жесты чаще всего подчиняются не морали, а политической тактике. Их цель — продемонстрировать внешнюю лояльность и снизить внутреннюю напряженность. Тем более в условиях, когда страна сталкивается с экономическим давлением, ростом цен, социальной апатией и недовольством населения. В этом контексте указ выглядит как попытка временно успокоить общественное мнение. Кроме того, не стоит забывать о международном контексте. На фоне критики в адрес таджикских властей по поводу нарушения прав человека и свобод, подобное помилование — своего рода политическая косметика для Запада. Но внутреннюю суть это не меняет. Ни один ключевой политический узник, насколько известно, не был освобожден по этому указу. Люди, находящиеся в заключении по мотивированным политическим статьям, по-прежнему лишены свободы, несмотря на призывы правозащитников и международных организаций. То есть амнистия направлена исключительно на социально безопасных категорий заключенных, тех, кто не представляет угрозы режиму. А тех, кто оспаривал его, игнорируют даже в празднике. Отдельно стоит отметить юридическую сторону вопроса. По закону, процедура помилования должна учитывать не только степень вины, но и поведение в местах лишения свободы, характер преступления, мнение жертв. Однако никаких данных о такой правовой работе в рамках этой амнистии не предоставлено. Все указывает на то, что решение принималось не комплексно, без диалога и экспертизы. Именно это вызывает особое возмущение, ощущение несправедливости и искусственного отбора. Ведь кому-то, возможно, просто не хватило нужных связей или правильной статьи, чтобы оказаться в числе помилованных. Сами тюрьмы в Таджикистане остаются закрытыми структурами. Нет независимого мониторинга, нет репортов о состоянии заключенных, нет возможности для СМИ освещать реальное положение дел. А значит, указ о помиловании остается актом,
лишенным общественной легитимности. Без прозрачности нет доверия. Подводя итог, массовая амнистия в честь Навруза — это не реформа, не жест свободы, не знак перемен. Это инструмент влияния, поданный в праздничной упаковке. После того, как указ о помиловании был подписан и разослан по СМИ, страна замерла в ожидании, кто же войдет в список счастливчиков. Общество надеялось, что амнистия коснется прежде всего тех, кто действительно пострадал от несправедливости. Но вместо ответов — молчание. Ни официальных перечней, ни комментариев от прокуратуры, ни отчетов от независимых юристов. Появились слухи, и каждый из них выглядел все тревожнее. Говорили, что освобождены люди, отбывавшие наказание за экономические махинации, хищения и злоупотребление властью. Впрочем, никто не опроверг, но и не подтвердил. Указ оказался не столько актом справедливости, сколько закрытой сделкой между властью и системой исполнения наказаний. По данным из независимых источников, треть помилованных — женщины, несовершеннолетние и пожилые люди. Это те, кого традиционно включают в такие указы, чтобы создать гуманитарную картинку. Но есть и другая статистика, неофициальная, но куда более тревожная. В ряде регионов, по сообщениям правозащитников, освободили относительно мягких коррупционеров. Тех, кто когда-то служил в госструктурах и был осужден за экономику. Освобождение таких лиц вызывает вопросы не только у общества, но и у родных тех, кто остался за решеткой за куда менее тяжкие деяния. Например, активисты, задержанные за участие в мирных собраниях, не были включены в список. Журналисты, обвиненные в экстремизме за публикации о коррупции, тоже. Это говорит о жестком фильтре, и если человек хоть однажды высказался против власти, он в амнистию не попадет. Даже если его срок заканчивается, даже если он болен, даже если общество требует его освобождения. Скорее всего, освобождение предоставляется не на основании принципа справедливости, а через проверку лояльности. Кто не представлял угрозу режиму, идет домой. Остальные остаются учиться дальше. Ситуация усугубляется полной закрытостью процедур. По словам адвокатов, в некоторых случаях помилование рассматривалось по звонку, в обход официальных заявлений и документов. Более того, были зафиксированы ситуации, когда родственники заключенных пытались через личные знакомства ускорить включение в списки, а это уже свидетельство встроенной коррупции в сам процесс помилования. Получается парадокс: указы о милосердии становятся поводом для новых форм несправедливости. Те, кто имеет доступ к системе, получают свободу. Остальные получают равнодушие и молчание. Именно это усиливает разочарование в институте помилования как таковом. Он больше не воспринимается как честный и прозрачный инструмент. А общественная реакция показывает, людям важна не форма, а содержание. И если помилование стало способом отпустить своих, это больше не жест милости, это способ манипуляции. Особо тяжело переживают эту ситуацию семьи осужденных по политическим делам. Каждый новый указ — это надежда, которая разбивается о бетонную стену лояльности и страха. Многие из них даже не надеются, просто молчат. Потому что в Таджикистане боятся даже спрашивать, почему не освободили моего сына. Власть не оставляет пространства для сомнений, она дает понять, что свобода не для всех. Особенно не для тех, кто однажды задал вопрос или осмелился подумать иначе. Если такой подход станет нормой, помилование окончательно утратит смысл. Оно превратится в раздачу привилегий, а не в восстановление справедливости. Юристы говорят, все, что сейчас происходит, это скрытая селекция. У кого есть нужные связи или правильная история, получит шанс. Остальным ждать следующего праздника и надеяться, что про них вспомнят.
Но даже это ожидание — боль и несправедливость. А в государстве, где указ — это приговор или награда, нельзя говорить о праве как о ценности. Меньше чем брейк-тайм равно 0. 5s/ больше чем